трудящиеся Пермской области приступили к выполнению заданий пятилетнего плана. А империя зла во главе угла, у которой стоит не целесообразность экономическая, а исключительно политическая и идеологическая, продолжает изо всех сил косить, чтобы быть похожей на Советский Союз. Вот, Украина готовится к старту пятилетки национально-патриотического воспитания молодежи. Счастье какое привалило, пятилетки вводим. Как вырастить патриота? В Украине намечена пятилетка национально-патриотического воспитания. Молодежь хотят водить в украинские театры и музеи, в казацких лагерях научат любить и защищать Родину. Как говорится, я тебя научу Родину любить. Разрабатывают новые планы и обязательства, чтобы максимально выполнить программу, поставленную перед советским народом партией. Ни для кого не секрет, что сейчас в эти дни происходит переаттестация сотрудников МВД для того, чтобы выяснить, достойны они служить в новой полиции, или же недостойны, или же пинок под зад, на улицу, до пенсии, без пенсии. Вы думаете, там подтягиванием интересуются? Задачи на логику дают? Да не очень, ребята, там другим интересуются. У меня чуть позже будут полные списки аттестационных комиссий. Из кого состоят эти комиссии? Но уже сейчас я там вижу членов громадського об'єднання «Родина Героїв Небесної Сотні». А они что будут оценивать? Уже сейчас я там вижу представителей громадского объединения «Автомайдан». А они что будут оценивать? Автомайдановцы. Народный фронт молодежи. Координационный центр помощи участникам АТО. Они что оценивать будут? Вот среди ментов этих. Они как выбирать профессионалов будут? По каким критериям? Я вам скажу по каким. Исключительно по идеологическим. Дружище, а любишь ты Путина? Нет. Ты наш. Сейчас я покажу на простом примере, кто входит в комиссии. Это интересно. Так, вот наш герой, который в комиссии. Комиссия Киевской области. Отсобеседовано 29, несоответствия будут уволены 9, неадекватные занимаемые должности уйдут на понижение 10, адекватные занимаемые должности 9, бла-бла-бла. Кто что может сказать на следаков из области? Срочно! Так, давайте срочно. Лимонова Олена Сергеевна брала взятку в 2006-м. Напишите вот этому герою, и Лимоновой больше не будет в МВД. Ну а как иначе? Ну если они в комиссии, ну у них же должны быть какие-то базы, доступы к каким-то документам, правильно? Ну нельзя так просто объявить: эй, кто что знает вот об этом, пишите. Ну написал, и что дальше? А вот здесь, собственно, радость, истеричная радость. Ну что продажные мусора Киевской области? Те, которые ездят на дорогих тачках-клонах и живут в крутых домах при официальной зарплате до 2000 гривен. То есть зарплату поднимать не собираются. Собираются увольнять тех, кого застукают на дорогих тачках. А зарплата 2000 гривен? Ну, это ничего страшного. Те, у кого в декларации родственники невероятно удачливые бизнесмены. Те, кто крышует, выбивает, отжимает. Тех, кто крышуют, отнимают, отжимают, да они сидеть должны. Но это потому что рэкет или вымогательство. Но для того, чтобы это доказать, надо взять доказательства, прийти в суд. Ну вот этот молодой человек не знает, что такое доказательство и что такое законность. Куда вы стремитесь? В Европу, да? В Европу, в Фейсбуке будете решать, кто виновен, а кто нет. Но мы еще не добрались до личностных мотивов. Это очень интересно. Очень. Вот тут уже личное пошло. Те, кто 2 года назад останавливал активистов Автомайдана за украинскую символику, блокировал наши колонны. Так, все, кому не повезло служить хотя бы один день в ОПГ Беркут, ОПГ ГАИ, ОПГ Обнон, начальником или замом в РОВД. Тех, кто сжег мою машину. Тех, кто при задержании сломал мне 2 ребра. Тех, кто закрыл меня в СИЗО. Так, те, кто ностальгирует по Янику и любит Путину. Ну вот здесь вот, как я и говорил, будут показывать портрет Путина и измерять эрекцию. А по Януковичу как будут замерять глубину ностальгии, я вообще не знаю. Те, кто не понимают, зачем нужна реформа полиции. Те, у кого просто тупая рожа. Вот на этом критерии отбора надо остановиться подробнее. Как по-вашему, пройдет вот этот молодой человек аттестацию или не пройдет? Вот прошел бы он в полицию? Или ушел бы гулять на улицу, мести двор в лучшем случае. Так что, человеку вот с такой вот рожей вы доверили бы мести пол, к примеру, в своем подъезде? Или не доверили бы ему такой сложной задачи? А тем не менее, вот именно этот человек и входит в комиссию. И все предыдущее, вот все, что я прочитал, написал вот этот вот гражданин.
чем дальше в лес, тем злее партизаны, я смотрю. Я не могу себе представить, чтобы, к примеру, в Испании отбор в полицию шел на основании там, а как ты относишься к гражданской войне? А может, ты симпатизировал Франко? Ну, это бред сумасшедшего. В полиции должны быть люди аполитичные, это факт. Они должны быть профессионалами. Им не может позвонить какой-то чувак. Они не могут отмазать кого-то из-за того, что тот был героем Майдана. Да им плевать должно быть на это. Но не в данном случае. В общем, чем больше хотят отпрыгнуть от совка, тем больше в него погружаются. Но если те хотя бы строили какие-то предприятия, заводы, пароходы, то эти строят новую нацию. Ну, тоже задача сложная. Но вот этому чуваку вот с такой рожей я не доверяю. Строителю этому. А вы доверяете?